Свой 13-й студийный альбом фолк-рок-дуэт «Америка» выпустили почти после десятилетнего перерыва в 1994 году на лейбле American Gramophone. Альбом назывался Hourglass. Этот альбом выходил только на CD и кассетах. На виниле не выпускался. Его в моей коллекции нет. На обложке альбома мы снова видим привычный логотип группы. На альбоме 12 песен. Альбом был в значительной степени спродюсирован самими музыкантами Джерри Бекли и Дьюи Баннеллом, а также американским продюсером и звукоинженером Хэнком Линдерманом, что придало альбому цельное и проникновенное звучание. Как вы помните, Хэнк Линдерман работал со многими известными исполнителями, такими как группы Eagles, Chicago. Альбом Hourglass также включает струнные аранжировки Чипа Дэвиса и вокал Карла Уилсона из Beach Boys. И обратите внимание, что дуэт «Америка» продолжил традицию называть свои альбомы словами, начинающимися с буквы H. Hourglass был записан в цифровом формате с использованием новейших технологий и инструментов. Но все-таки что-то остается неизменным. Гармоничный вокал звучит так же прекрасно, как и всегда. Инструментальные партии продуманы и звучат органично, хотя аранжировки дают вам понять, что вы уже на территории музыкальных предпочтений 90-х годов, хотя дуэт поддерживает свои традиции 70-х, но звучание песен уже в музыкальном русле нового десятилетия. Джерри и Дьюи говорили об альбоме. Мы выбрали эту группу песен для нашего первого релиза на лейбле American Gramophone, потому что, кажется, в них найдется что-то для каждого, включая две старые любимые песни, которые помогут вам сориентироваться. Чем больше все меняется, тем больше все остается прежним. Поэтому мы благодарим наших давних слушателей за то, что они оставались с нами. А если вы новичок, добро пожаловать в новую главу «Песочные часы». Среди поклонников группы альбом Hourglass ценится как зрелый, отточенный и продуманный альбом возвращения, в котором успешно сочетаются фирменные акустические гармонии 70-х годов с современным поп-рок звучанием 90-х. Критики и поклонники хвалили альбом за минимальное количество проходных песен, сильную авторскую работу и эмоциональную глубину, что делает этот альбом скрытой жемчужиной. Альбом насыщен синтезаторными звуками и клавишными, которые используются вместо типичных партий гитар и перкуссии, как это было в других альбомах дуэта. Открывает альбом песня Young Moon. Она была выпущена в качестве сингла с альбома, но не попала в чарты, хотя песня отлично исполнена и звучит хорошо. Вторая песня альбома, трек Hope, также был выпущен в качестве сингла и также не попал в чарты, хотя обе первые песни получили хорошую ротацию в радиостанциях на станциях FM. Третий трек альбома Sleeper Train, а также песня Greenhouse были написаны американским актером, сценаристом, продюсером, музыкантом и давним другом группы Америка Билли Муми. Он также поработал на этом альбоме в качестве гитариста. В песне Sleeper Train хорошее соло на гармонике. Было приятно услышать вокал Карла Уилсона в песне Garden of Peace. Среди отличных песен альбома можно назвать и песню Close to the Wind. Закрывает альбом две старые и известные песни группы Америка. Это старый хит группы Everyone I Meet is from California. Это песня бывшего участника группы Дэна Пика. И песня You Can Do Magic. Это не старая версия хита, а его перезапись, хотя и довольно точная. В целом я считаю этот альбом хорошим, и он вполне заслуживает свое место в коллекции каждого любителя творчества дуэта Америка. В 1995 году Бекли, как весьма талантливый автор песен, начал двойную карьеру, начав записываться в качестве сольного исполнителя и выпустил высоко оцененный критиками свой дебютный сольный альбом Van Gogh Gun. Этот альбом выходил только на CD. Бекли обустроил свою домашнюю студию, чтобы было легче выпускать записи, которые были полностью готовы к мастерингу. Продюсерами альбома выступили сам Бекли и Хэнк Линдерман. Альбом отличается свежестью, актуальностью и глубиной, а также чистым лаконичным стилем продюсирования.
Альбом выделяется своим отточенным интроспективным написанием песен и участием в его записи известных музыкантов, таких как Карл Уилсон из Beach Boys, Тимоти Шмидт из группы Eagles, Роберт Лам из группы Чикаго и давний соавтор Джефф Ларсон. Комик Фил Хартман, который за свою карьеру в качестве графического художника разработал несколько обложек альбомов «Америка», был представлен в качестве голоса проповедника-евангелиста на треке Playing God. Альбом Van Gogh Gun был высоко оценен за свое проникновенное, мелодичное поп-роковое звучание. Популярные треки альбома это такие как Emma, Only a Kid at Heart, I Need You, Now Is You, Goodbye Highway и Single International. Тексты песен носят личный характер и часто затрагивают тему любви, жизни, смерти и Бога. Альбом примечателен использованием звуковых дополнений, таких как лай собак, звук самолета и бытовые шумы, которые были намеренно включены для придания текстуры. Альбом Van Gogh Gun установил высокую планку для сольной работы Бекли, заложив основу для его последующих сольных альбомов, которых было немало. Этот альбом в 1995 году был назван одним из 10 лучших музыкальных компакт-дисков года в Японии. За всю свою музыкальную карьеру Бекли работал с самыми разными музыкантами во многих проектах разных жанров, выступая в качестве соавтора и продюсера. Бекли выпустил 10 своих сольных альбомов. Его сольные проекты демонстрируют его навыки написания песен и позволяют ему исследовать различные музыкальные стили за пределами звучания группы. Песни Джерри Бекли звучали в фильмах и телешоу. К примеру, его музыка звучала в таких фильмах, как «Последний единорог» и «Изгнанные дьяволом», а также в популярных телесериалах, таких как «Во все тяжкие» и «Клан Сопрано». Джерри Бекли, несомненно, является выдающейся фигурой в мире музыки. За свою карьеру на протяжении десятилетий он оставил неизгладимый след в музыкальной индустрии. Его наследие, конечно же, продолжит вдохновлять поколение любителей музыки и музыкантов.